меня снова обзор покупок, посылок и того, что я сегодня принес. Сейчас покажу. Аккумулятор для инструмента новенький, шестерочка, мультиметр, 2 комплекта прокладок для турбы. Так, это зарядка для ноутбука, зарядка для фонарика, форсунка для Веспы, VP189, не помню в данный момент, это сток или мощнее, но посмотрим, когда, точнее я посмотрю позже. Так, очки защитные, желтенькие, очень интересно они работают. Вот так я в них выгляжу. Преломляется свет и как будто лучше видно. Так, это потом. Здесь ленты, еще ленты и еще ленты. Вот столько лент для вот этого ручного маленького гриндера. Очень удобная штука, чтобы зачищать сварные швы в труднодоступных местах. Прям вот must have. Рекомендую. Так, полотенца, ну то есть что-то вроде салфеток, но они тряпочные. Переходник для масла в турбосистеме, еще один переходник, зажим, клипсы для пластика, то есть тут на разные диаметры 8, 6, 10, нет 10 нет, 8, 6, 5, 4. Еще переходник и еще переходник. То есть, короче, для масляной системы надо много всего, у меня еще нету. Так, это остались ленты. Здесь блок изоленты. Понадобится, когда буду собирать проводку на стенде, чтобы ее потом закрутить. Замок. Не замок, а засов. Чтобы сделать на воротах, вон там, чтобы они могли закрываться изнутри. И веревка. Это стоит всего 10 шекелей. Я взял 3 пачки, потому что мне надо подвешивать детали для покраски. Я для этого использую хомуты, а их неудобно использовать. Вилка с заземлением. Очень нужна была мне для сварочного аппарата, но я там заколхозил. Но, возможно, переделаю, возможно, оставлю ту, и масочка для покраски. Так, ну здесь много баллончиков, прям целая куча. Не особо интересно. Кашей баллончиками не заморачиваюсь с краскопультом и краской, не хочу этим сейчас заниматься. Вот такие у меня каталоги сиповские. Ну, короче, просто интересные книжки с картинками. Это не особо актуально для нашего региона, потому что очень дорогая растаможка. Дальномер, лазерный дальномер, но он у меня дома, я его потом принесу. И вот к нему такой диск шел. Архаичные технологии. Так, это Fashionette Mass. Скоро мне приедет селетра. И, собственно, инструкция для нее, как настраивать и устанавливать. Я ее распечатал. Это мой старый ноутбук, древнющий, но рабочий для настройки. И одна такая платформа. Что сейчас покажу. Вот сюда заинсталить вторую платформу. У меня много крепежек вот лежат разные, а платформы не хватает.
она немного другая, она на 2 ряда, но меньше. Как ее получится заинсталить? Будут ли они вообще на одной высоте? Ну, вроде как да, здесь совпадают дырочки, а вот здесь нет. Надо найти положение, чтобы справа и слева совпадали. Это вообще не совпадает она никак. Придется мудрить. Даже если центральную поставить в верхней дырочке в отверстии, и больше никаких не подходит. А, я ее вверх ногами еще держу. Оп. Этого, конечно, ничего не изменится. Ну, допустим, у меня как-то получится закрутить на 2, но остальное вообще не совпадает. Даже пока что затрудняюсь, стоит ли ее сверлить или не стоит, или повесить на стену. На стене я не знаю, у меня тут даже места особо нету сюда, но здесь она не нужна, это неудобно ходить будет. Где-то там тоже не нужна, это слишком далеко от рабочей зоны, она нужна здесь. Что вот такую больше я не могу заказать, их сейчас нет в наличии. Она большая, удобная, а это меньшая, она, ну, никак ее не получается. Здесь у меня получилось ее закрутить на 6 отверстий, без сверления. Просто вот в родные эти квадраты я вставил такие заклепки, которые внутри с резьбой, и закрутил. Здесь кое-как получится на 2 закрутить, либо эти, и все. Ладно, буду думать с этим, потом вернемся к разговору.